этом слове. Но каждый обладатель той или иной модели зеркалки однажды сталкивается с окончанием ресурса механики. Аппарату становится эррово, о чем он так и сообщает на своем дисплее. Если руки ваши растут из необычного места, то лучше обратиться в мастерскую. А желающим рискнуть, рекомендую посмотреть предыдущее видео про разборку. Этот выпуск полностью посвящен технологии ремонта программной шестерни. Невооруженным глазом видно, что здесь крепление есть, а тут оно отсутствует. Для его восстановления потребуется сверло диаметром 1 мм. Ни больше, ни меньше. Надеюсь, в вашем арсенале инструментов такое найдется. Обязательно острое, которым еще не сверлили металл. Делать отверстия необходимо вручную. Применение электро- и механического инструмента недопустимо. Отверстие нужно сквозное. Скорее всего, оно попадет на технологическое и экономическое углубление с тыльной стороны. Резко вынимать сверло не советую. Есть высокая вероятность деформировать пластину, и тогда вся работа на смарку. Продолжайте вращать в том же направлении и постепенно вынимайте. Стружка между пластиной и шестерней легко удаляется полоской тонкой бумаги. С тыльной стороны нужно сделать зенковку отверстия. Леска рыболовная. Диаметр 1 мм. Нужен совсем небольшой кусочек абсолютно новой лески. Неиспользованный, с равномерной внутренней структурой. Кончик лучше подрезать под 45 градусов. Так как диаметр отверстия и лески почти совпадают, она заходит с некоторым сопротивлением. Вставлять лучше со стороны металлической детали. Если попробовать вставить с обратной стороны, есть вероятность деформировать пластину. Кончик лески, выступающий с тыльной стороны шестерни, необходимо расплавить и сформировать некоторое расширение. Если перфекционизм не зашкаливает, то это можно сделать обычной зажигалкой. Не нравится потемнение, сделайте это чистым жалом паяльника. Во время протягивания лески следите, чтобы не деформировалась пластина. В конце нужно подтянуть с небольшим усилием, чтобы расширение плотно вошло в зенкованное углубление. Чтобы кончик лески повторил форму углубления, можно подогреть его паяльником. Выступающую массу неприглядной наружности необходимо срезать при помощи скальпеля до уровня плоскости шестерни. Для удобства выполнения следующей операции мне нужно сделать нехитрое приспособление. Максимальный размер эксцентрика шестерни составляет 8,8 мм. 9-миллиметровым сверлом сделал небольшое углубление, слегка подпортив винтажную третью руку. Шестерня, установленная эксцентриком вниз, равномерно прилегает тыльной плоскостью к деревянной поверхности. Работать стало удобнее. Длина лески была выбрана с запасом для удобства монтажа. Сейчас лишнее можно обрезать. Высота выступающей части должна составлять 1,5–2 мм. Сделаю это за кадром, потому что мне так плохо видно. Для получения плотной заклепки нужно прижать тыльную сторону к деревянной поверхности и отформовать выступающий кончик при помощи паяльника. Слегка касаясь, не перегревая. Покажу поближе, что получилось. Деталь плотно сидит на своем месте и хорошо удерживается новой заклепкой. Поджатые в рабочем положении контакты теперь не вызовут деформацию пластины и потерю электрического сигнала. Отличие цветовой гаммы крепежа оказывает влияние только на ваше восприятие, но не на функциональность. В процессе эксплуатации фотоаппарата происходит некоторая деформация контактных лепестков. Сломанный крепеж пластины добавил геометрических изменений. И далеко не в лучшую сторону. Если посмотреть на шестерню в профиль, можно заметить некоторые отличия в высотах контактов. Это приводит к неплотному прилеганию к ответной части и, как следствие, к разрыву электрической цепи.
Восстановление геометрии вертикальной плоскости заключается в подгибании низких контактов до уровня самых высоких при помощи удобного инструмента. Вряд ли в этом деле тремор окажет положительное влияние. Если случайно подогнули чуть выше, не беда. Небольшим воздействием в обратном направлении можно подрегулировать. Еще одна плоскость, в которой необходимо произвести восстановление, это горизонтальная. Между некоторыми контактами изменился зазор. Из-за этого контакт может не попадать на дорожку в ответной части. Правится введением между ними клиновидного острия ножа. Эта технология восстановления позволяет не только получить надежную программную шестерню, а еще и сэкономить средства на стоимость новой детали и неограниченной хотелки мастера. Установка шестерни на родное место начинается с монтажа пружины. Одна сторона фиксируется на крышке, другая – на тяге шторки. При надевании шестерни на вал ее нужно немножко провернуть, чтобы эксцентрик на тыльной стороне вошел между роликами. Остается аккуратно закрыть крышку, преодолевая сопротивление пружины, и закрепить ее 3 винтами. В следующем видео расскажу технологию ремонта редуктора фотоаппарата. Некоторые хитрости позволят надолго забыть про поломки этого глубоко расположенного механического узла. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Проверните шестерню до совпадения на ней метки с меткой на крышке. Должна совпасть та метка, при которой выемка на обратной стороне шестерни окажется сверху. Желаю вам крепкого здоровья.